Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Ботания на версии 1.7.10. Ботания очень большой и интересный магическо-технический мод, который для крафтов использует различные растения и прочие природные составляющие. Значит, с чего нам начать изучение этого мода? С чего нам, в принципе, начать? Для этого есть у нас такая книжечка, называется «Лексика Ботания». Значит, чтобы ее скрафтить, вам потребуется саженец и обычная книга. По сути, вот эта книга, она является полным гайдом текстовым всего этого мода. Здесь огромное количество полезной и нужной информации по этому моду. Кроме того, если у вас есть в инвентаре эта книжка, вы по, соответственно, определенным предметам из этого мода можете сразу получать информацию оперативно. Вот, например, подойдем к лепестковому алтарю, зажимаем Shift и правым кликом вот сразу у нас выскакивает по нему информация. Можем прочитать что-нибудь по нему интересное, полезное. Там, допустим, к цветку подойти, тоже Shift, правый клик, и тоже сразу у нас открывается нужная нам страница. Так, значит, с чего, в принципе, здесь в ботании следует начать? Для начала нам потребуется, значит, нам потребуются растения из этого мода, так называемые мистические цветки. Всего их 16 видов, собственно, по 16 основным цветам в Майнкрафте. То есть есть белые, есть там черные, красные. Генерятся они в мире как обычные растения. Вот, найти их несложно, они достаточно распространены. И они являются базовыми элементами для, соответственно, крафтов. Вот, допустим, мы бегаем по миру, находим такой вот мистический белый цветок, срываем его. Что мы дальше можем с ним сделать? Мы можем обратно его посадить, а можем превратить его в такой вот, сорвать с него два лепестка. Лепестки являются также, соответственно, базовыми компонентами для крафтов. Эти лепестки можно посадить. Появляется такая интересная искрящаяся текстурка. И с помощью, например, костной муки мы можем вырастить вот такой вот цветок. Это уже увеличенная версия такая в два блока. Высокий мистический белый цветок. Вот. И, например, если вот так сорвать, нам ничего не выпадет. Вот. Но если мы, например, вот посадим, вырастим и воспользуемся ножницами, то мы получим такой вот цветок, соответственно, он выпадает. С помощью него можно уже получить 4 лепестка. То есть с помощью костной муки и лепестков можно вот эти растения выращивать и получать много лепестков. Еще один способ получить высокий цветок — это просто подойти к растению и с правым кликом, соответственно, на него костную муку направить. И они тоже превращаются в такие вот высокие цветки. С них уже больше лепестков выпадает. Так, дальше. Вот эти лепестки можно, кроме того, с помощью такого вот пестика и ступки, которые делаются из досок, миски и палки, перетереть и получить вот такую вот пыльцу. Соответственно, у нас 16 цветков, 16 видов таких лепестков и, соответственно, 16 таких вот видов пыльцы. Ее в основном можно использовать как краситель. Кроме того, вот такую вот пыльцу можно использовать для крафта цветочного удобрения. Такого цветочного удобрения. Это цветочное удобрение можно сделать как из костной муки и пыльцы растений этого мода, так и, в принципе, можно использовать костную муку и красители из ванилы. Значит, если мы скрафтим такое вот цветочное удобрение, мы можем в мире, соответственно, генерить вот такие вот цветки. Если они у вас закончились, например, сделали такое удобрение, и, пожалуйста, можно эти мистические цветки генерировать. Потом с них собирать лепестки, можно выращивать, соответственно, эти цветки. Вот, и получать с них лепестки. А лепестки нам необходимы будут для крафтов.
Что интересно, вот эти лепестки можно еще собрать в блок. Вот тоже 16 видов блоков. Такой вот блок получается. Ну, по текстуре и по звуку, как по установке, он напоминает листву растений. Ну, с той разницей, что, в принципе, вот эти блоки можно и рукой ломать, например. То есть даже без ножниц обойтись. Так, дальше, что нам еще интересного здесь расскажут? Про цветки вот эти, 16 видов, цветочное удобрение врач, вот они как выглядят, все эти 16 видов в мире. Да, то, что вот закапываем, соответственно, можно их вырастить, можно перетереть в пыльцу. Вот. Ну вот показаны различные разновидности вот этих лепестков, которые можно получить из цветков. Вот крафт, соответственно, пестика и ступки. Вот мы можем перетереть в пыльцу. Да, костной мукой мы можем выращивать. А с помощью удобрения получать новые такие мистические цветки. Здесь рассказывается про то, что мы большие вот эти цветки можем получать, соответственно, ну, срезать ножницами. И можем, соответственно, выращивать обычные цветки мистические, ну, превращая, соответственно, их в большие цветки с помощью костной муки. Все, вот мы, соответственно, с больших получаем по 4 лепестка. Очень удобно. И можем вот эти лепестки собирать в блоки. Вот, в принципе, все, что нам требуется знать о вот этих вот мистических цветках. Это базовые компоненты, которые нам необходимы для крафта лепестков. Так, следующее, что нам потребуется в этом моде, это такой вот аптекарский, ну, лепестковый аптекарь. Сейчас покажу, соответственно, про него раздел ботании. Вот лепестковый аптекарь. Вот, он позволяет нам использовать лепестки для крафтов. Вот единственный неповторимый лепестковый аптекарь. Что интересно, если мы, допустим, наполним такой аптекарь водой, ну, нам для крафтов необходимо его будет заполнить водой. Тут есть два варианта. Либо правым кликом, соответственно, наполнить, либо просто бросить ведро с водой. То есть он наполнится водой, и ведро нам вернет. Кроме того, что интересно, можно взять лозу, если у вас есть, бросить в алтарь, и он станет с такой вот текстуркой интересной, замшелой. Для крафтов нам потребуется семена пшеницы. Я их чуть позже покажу, какие там крафты есть. Так, про крафты лепестков я расскажу попозже. Что интересно, вот, допустим, если мы сейчас крафтим, первое, что нам потребуется, самый главный цветок, это, соответственно, чистая маргаритка. Давайте ее скрафтим. Для этого нам нужно, сейчас где-нибудь добудем еще, наверное, белый цветок, попробуем. Или, в принципе, можем это быстро сделать, просто вырастив. Вот раз, хоп, срезаем. Раз. И получаем 4 лепестка. Все, я думаю, нам этого хватит. Так, давайте сейчас вырастим. Так, нам потребуется пшеница, как катализатор. И 4 лепестка. Вот. Раз, два, 3, 4. Что интересно, они там плавают так прикольно. Теперь кидаем сюда пшеницу. Вот, и получаем такую вот чистую маргаритку. Вот, если мы на нее нажмем, мы, кстати говоря, увидим ее крафт. Такое интересное окошечко для крафта. Видим, что 4, соответственно, лепестка на аптекарском, на лепестковом аптекаре дают нам маргаритку. Что интересно, вот этот лепестковый аптекарь можно автоматизировать. Тут прямо в лексике ботании описывается, правда, на английском языке, как можно это сделать. Ну вот, я примерно попробовал такую подобную схему собрать. Здесь потребуется сток. Наполняем его ведрами воды через компаратор. Значит, его подключаем, красным факелом инвертирую. И смысл в том, что если у нас лепестковый аптекарь заполнен водой, он сигналов не подает. Ну, точнее, один сигнал дает. Если, соответственно, он опустошается, да, допустим, мы сейчас захотим что-нибудь скрафтить. Например,
попробуем еще одну маргаритку сделать себе. Вот. Если он опустошается, он подает сигнал компаратору. Ну, давайте это попробуем сделаем. Раз, два, три, 4. Кидаю я сюда еще семя пшеницы. Вот, получаем маргаритку. Он подал туда-сюда сигнал на компаратор. И, соответственно, сигнал передался стоку. Он выбросил ведро с водой и наполнил, соответственно, наполнил мне вот этот вот лепестковый аптекарь. Ну, такая своеобразная система автоматизации наполнения водой. Если вам это необходимо там, для множества крафтов, например, из лепестков. Так, теперь дальше давайте посмотрим, что с этой маргариткой можно делать. Маргаритка нам потребуется для того, чтобы очищать блоки. Значит, самое главное, что нам потребуется, это очищать дуб и очищать камень. Давайте это попробуем сделать. Я поставлю маргаритку и вокруг нее выкладываем в произвольном порядке, как нам нужно. Можем, допустим, по 4 там, блока дерева сделать, по 4 блока камня. А можем там все камень, все дерево, то есть на наш выбор. Вот так вот выставляем кругом и ждем примерно минуту. Кроме того, очистка может происходить не только дуба и камня, но и каких-то других предметов. Это может быть у нас лед. Давайте выложим лед сюда, например. Адский камень. Песок душ он еще может очищать. Давайте еще, наверное, песка душ сюда. И вот воду. Сюда налью. Вот эти 4 блока, соответственно, вода, песок душ, лед и адский камень. Чисто маргаритка тоже может очищать. Так, ждем пока что здесь происходит. Здесь еще такая интересная текстурка происходит. Такое вот сияние происходит. Такие вот частички разлетаются. И вот сейчас у нас начали генериться жизни дерева. Вот в том порядке, как я ставил спустя минуту. И жизни камень. Такая вот красивая текстура. Вот эти вот материалы жизни дерева и жизни камень, они являются очень важными для последующих крафтов. Так, ну давайте дождемся, когда здесь у нас произойдет очищение. Посмотрим, что у нас получится из песка душ, адского камня и соответственно, льда. Лед у нас превратился в уплотненный лед. Адский камень у нас превратился в булыжник, то есть очистился в булыжник. Песок душ у нас очистился и превратился в песок. Так, ну и наконец вода, посмотрим, во что у нас превратится. Все, наконец-то у нас появился снег. То есть вода нам дает снег через очищение. Ну, такой способ для генерирования блоков. То есть из одних блоков получать другие с помощью чистой маргаритки. Но самыми важными для нас компонентами будут являться жизни дерева и жизни камень. Но об этом в следующих сериях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Вот, рекомендуйте его друзьям, пишите в комментариях свои замечания. Благодарю за просмотр и жду вас в следующих сериях.